это я одна такая, мне странно это слышать? Ты такая особенная, ты такая красивая. Я встретила, кстати, актера из моего любимого сериала Dynasty. Ты очень разочаровываешься в людях в Лос-Анджелесе. Ребята, привет! Сегодня у нас разговорное видео, поэтому, если хотите, можете просто поставить меня на бэкграунд и заниматься своими делами, либо созерцать вид голливудских холмов, потому что я нахожусь прямо рядом с ними. Это Вест Голливуд, Sunset Boulevard, самый известный, поэтому сзади меня такой бэклит солнечный, очень много солнца, сейчас закатные часы, golden hour, вот, к сожалению, никуда не деться от вот этого залитым светом. Бэкграунд, ну что поделать, мне кажется, это лучше, чем просто квартира. Это, кстати, мой руфтоп на последнем этаже, у меня тоже квартира на последнем этаже, просто выходит на другую сторону. Сегодня в видео я бы хотела все-таки разобрать, почему мы уезжаем отсюда, потому как у меня было видео про переезд в Лос-Анджелес, где я делилась тем, что я жду от Лос-Анджелеса, что это моя вторая попытка, и что я уже, в принципе, готова к нему, я знаю, чего от него ждать, то бишь я была уверена, что я не разочаруюсь в нем. И как бы можно вполне честно сказать: Маш, ну что за глупый совершенно поступок, зачем ты опять уезжаешь, зачем нужно было вообще тогда переезжать? И в этом видео я хочу разобрать, что же такого случилось, почему Лос-Анджелес мне не подошел даже со второй попытки. Я уже в нем жила, я знаю, чего от него ожидать, все его плюсы и минусы, и в этот раз я была 100% уверена, что все получится, и в принципе это были хорошие 2 года. Просто, наверное, я хочу рассеять вот эти мифы о том, какой он Лос-Анджелес, потому что, честно, ребята, когда я смотрю сериалы и кино, где место действия происходит в Лос-Анджелесе, мне, честно, самой хочется туда переехать, несмотря на то, что я уже в нем живу, потому что это какой-то такой мистический, вымышленный город, которого просто не существует. И начнем мы с самой главной причины. Если вы посмотрите на карту, то Лос-Анджелес, то, что мы называем Лос-Анджелесом, это один большой такой город, но по факту он состоит из разных маленьких городов. То бишь Вест-Голливуд, где живу я, это тоже город. Поэтому, когда почтовый адрес указывается и пометки в поле «город», пишется не Лос-Анджелес, пишется Вест-Голливуд. Или, например, Беверли-Хиллз, или Санта-Моника. И на дорожных знаках вы увидите City of West Hollywood, то бишь это город West Hollywood, понимаете? Лос-Анджелес, он на самом деле огромный, просто он разделен на вот эти маленькие клочочки. То, что за горой, кстати, за вот этими голливудскими холмами, там находятся Бурбанк, Глендейл, Пасадена, Ван Найс, Студио Сити, Юниверсал Сити. То есть, понимаете, там очень их много. То же самое здесь, перед горой, то, что ближе к пляжу, мы находимся ближе к пляжу, Беверли-Хиллз, Кулвер-Сити, Санта-Моника, Венес, Марина Дель Рей, Гриффит обсерватория, там у нас Сильвер Лейк. Дело в том, что скопление населения такого, например, как в Нью-Йорке, не происходит. То есть в Нью-Йорк-Сити это Манхэттен, либо Бруклин, но это все пешая зона. То бишь, если вы живете в Бруклине, в Вильямсбурге, прямо вот на границе к Манхэттену, вы можете просто при большом желании пойти пешком до Брайтон-Бич. Да, это займет у вас там 2 суток, я не знаю. Но это вполне себе реально. То есть нет такого, что ты сел в машину и едешь по каким-то шоссе, дорогам, где нет ничего, для того, чтобы доехать до другого клочка населения, где что-то происходит. Зная это, я поэтому и выбрала второй раз квартиру в Вест-Голливуде, потому что Вест-Голливуд — это самая пешая зона, максимально, которая возможна. И даже в ней, когда я пошла недавно в Гров, это такой торговый центр, сразу хочу сказать, по сравнению с московскими торговыми центрами, это очень маленький торговый центр, он находится на улице, там есть трамвайные пути, там есть фонтан, но все равно общая площадь этого торгового центра очень маленькая. И я туда пошла пешком, потому что я люблю ходить пешком. У меня есть машина, но я люблю гулять. У меня путь туда занял, наверное, 45 минут. И проходила я не самые красивые районы. Да, иногда я проходила тихие улицы, на которых стоят красивые дома, которые меня вдохновляют, что однажды я тоже куплю такой красивый дом. Они очень такие уютные, семейные, в стиле Калифорнии. Но потом ты сразу же выходишь на одну проезжую часть, за ней шоссе, за ней вторая проезжая часть. И водители, которые не уважают пешеходов так, как это делают в Нью-Йорке. Потому что в Нью-Йорке любой водитель готов, что сейчас перед его машиной выпрыгнет пешеход и побежит дальше. И он не хочет его сбить. Поэтому в Нью-Йорке люди как-то спокойно относятся к пешеходам, в то время как в Лос-Анджелесе люди очень злятся, они могут на тебя начать орать из окна, они могут начать тебе сигналить, они просто специально едут, видя, что ты уже начал переходить дорогу. Это очень неприятно и это страшно, потому что ты знаешь, что тебя реально могут сбить. Как бы в Нью-Йорке этого страха нет. И когда тем более ты идешь один, потому что здесь никто не ходит, в Нью-Йорке вас идет толпа, соответственно, толпу вас не собьют, толпу видно за километр. Здесь действительно человек может просто тебя не заметить. Он за рулем, он что-то там листает в телефоне
или отвлекся, и поэтому действительно страшно. И то есть прогулка не такая приятная, какой она могла бы быть, например. Поэтому я уже просто привыкла, я уже там как бы иду, я такая говорю, так, ждем, я иду. Но все равно это шумно, даже поговорить по телефону невозможно. Я хотела записать видео и показать заодно вам район, показать вот эту прогулочную мою часть, но, к сожалению, было довольно шумно и неудобно. Вторая отсюда же рождающаяся причина – это парковка. Я в этот раз была готова к парковке. Более того, я знаю все лайфхаки, все тайные места, где бесплатно припарковаться. У меня есть приложение, которое мне показывает заранее, куда поехать, где можно встать, оставить машину. Но на самом деле вот эти все дорожные указатели – это просто такой смех. То есть когда на одной табличке вторая, третья, четвертая, каждая табличка показывает совершенно разное, то можно, то нельзя, то можно только 2 часа. Ну, то есть их нужно прочитать практически как азбуку Морзе, чтобы понять вообще, можно ли здесь встать. Поэтому проще пользоваться приложением. Заплатить за гараж, честно, это настолько выматывает вообще думать об этом. Особенно, когда ты опаздываешь куда-то. Или если у тебя кастинг, важная встреча. Ты не хочешь переживать за парковку, ты хочешь проговаривать про себя этот кастинг, что ты скажешь, подготовиться, расслабиться, там, подышать, я не знаю. Но не заниматься этим. И более того, все твои друзья, они знают это тоже, и поэтому каждый раз, когда ты договариваешься с человеком о встрече, вы ищете какое-то благоприятное место, где точно можно найти парковку вам обоим. А еще лучше, чтобы это было где-то недалеко и от их дома, и от вашего дома, что гораздо сложнее, потому что Лос-Анджелес разбросан, соответственно, не все люди живут в Вест-Голливуде или рядом. Моя подружка, с которой я недавно встречалась в Гров, она живет рядом со мной. А за день до этого ко мне в гости заезжала другая девочка. Сегодня ко мне заедет еще одна девочка. Они все живут недалеко от меня, либо в Голливуде, либо в Беверли-Хиллз, либо в Миракл Майл, либо в Вест-Голливуде, прямо около меня. Это приятно, но согласитесь, выбирать себе друзей по местоположению, это как-то немножко странно. К тому же, действительно, многие мои друзья живут, например, на пляже в Марине Дель Рей или на Венес-Биче. Я почти не вижу этих людей. Это очень грустно. Я, правда, вижу свою подружку там раз в год, например, каким-то праздником. Даже нет обиды, понимаете, потому что, когда ты только переезжаешь в этот город, ты будешь думать, да подумаешь, там недалеко доехать, там 30-40 минут. А потом это просто превращается в привычку. Ты, правда, не видишься с людьми, если в этом нет какой-то сильной необходимости. Иногда ты можешь даже не дать человеку шанс, грубо говоря, если ты с ним только познакомился, и ты понимаешь, что ты слишком плохо его знаешь, и тебе не хочется ради этого человека, допустим, ехать куда-то очень сильно далеко. То же самое с их стороны. А на самом деле люди реально этим даже проверяются здесь, в Лос-Анджелесе. Если ради тебя человек куда-то час ехал, это уже говорит о том, что он твой хороший друг, например, или он предложил тебя забрать из аэропорта в особенности. Вот так люди действительно проверяются. Поверьте мне, люди отсеиваются с катастрофической скоростью именно из-за этих расстояний. Потому что ты либо встречаешься с другом, либо ты делаешь свои дела. Сделать и то, и другое в один день невозможно. Как бы ты ни пытался, какими бы лайфхаками ты не обладал, тайм-менеджментом, это просто невозможно. Соответственно, я по своему опыту проживания в больших городах, как Москва и Нью-Йорк, я знаю, Майами, кстати, он тоже больше сконцентрирован. Я не готова мириться с таким. Я не готова видеть своих друзей раз в год. Я не готова жертвовать делами ради встречи, но я и не готова жертвовать встречей и погрязнуть в делах, в работе, потому что социальная жизнь для меня очень важна. И это очень грустно. И отсюда рождается третий пункт. Ты очень разочаровываешься в людях в Лос-Анджелесе. Если вы когда-нибудь смотрели канал Русланы Джи или ее Инстаграм, я, кстати, буквально 2 дня назад случайно открыла ее сторис и увидела, что она просто, ни к чему написала в своем сторе о том, что не зря говорят, что в Лос-Анджелесе все люди фейк. И что-то там про это. То есть она, на самом деле, практически чуть ли не в каждом своем видео говорит о том, что у нее очень мало друзей в Лос-Анджелесе, хотя она очень любит этот город, и что большинство людей ее разочаровало, и что большинство людей здесь очень фейковые. Это правда. Для меня это был такой шок, потому что в Москве у меня всегда были очень хорошие друзья, и есть. В Нью-Йорке у меня до сих пор очень много хороших друзей. В Майами я очень быстро нашла друзей, но в LA все мои знакомые, друзья, которым я, не то что к которым я ехала, а которых я ожидала здесь встретить снова, когда я вернусь и возобновить наше общение, практически ни с кем оно не возобновилось. И не потому, что мы там поругались или, я не знаю, эти люди куда-то переехали. Нет, просто они исчезли. И это, кстати, такая очень популярная фишка Лос-Анджелеса. Люди просто испаряются. То есть в Нью-Йорке или в других городах ты можешь с человеком как-то, не знаю, пойти на конфронтацию, то есть сказать ему: «Эй, ты что мне не звонишь?»
или там пойдем встретимся. И у человека, как правило, нету причины с тобой не встречаться, потому что, ну, вы так или иначе в 2 блоках друг от друга. То есть, если это Манхэттен, то вы так или иначе на Манхэттене, даже если вы не живете на Манхэттене. И это плюс, почему люди постоянно видятся, и дружба крепнет от этого. А здесь люди просто, если честно, для меня это было таким шоком, то есть люди просто исчезают. Это называется гостить. То есть они тебе напишут: привет, как дела? Они могут даже сами написать и сказать: а что ты делаешь во вторник? Давай встретимся. И ты говоришь: да, давай встретимся. Все, и они просто перестают писать. А когда ты им пишешь, например, в этот же вторник, ты говоришь: хей, ну что, сегодня вторник, мы встречаемся, тебе просто не отвечают. Просто не отвечают. Как? Почему? Откуда такое неуважение? Ну, вот так вот. Даже были очень неприятные истории, когда человек неделю назад меня просил об одолжении, например, помочь ему с документами, там, с какими-то, подвезти его, одолжить ему машину, пофотографировать его там для его портфолио. И просто на следующий же раз, когда у нас была встреча, то есть, к примеру, вот я им помогла во вторник, и они такие: о, класс, спасибо, давай в понедельник с тобой, на следующей неделе сходим, попьем кофе. И наступает понедельник, а человек просто про тебя забыл. То есть как можно было забыть про человека, который тебе только что помог? Я никогда не забываю про свои встречи, потому что это, в принципе, не в моей природе. Я знаю, что если я с кем-то договорилась, значит, человек это поставил в свой календарь, и я уважаю его время, банально. Как бы я к этому человеку не относилась. Но если он мне не нравится, я просто не буду с ним встречаться. Соответственно, если я уже договорилась с человеком о встрече, я не хочу как-то его подвести. А если при этом человек тебе еще что-то сделал, что-то важное для тебя, как можно просто взять и проигнорировать его? Или забыть о нем? Это я одна такая, мне странная, это слышать или нет? Просто до этого, до Лос-Анджелеса, со мной такого не случалось никогда. Поэтому, если вкратце, то я очень сильно разочаровалась в людях здесь. Да, у меня, безусловно, есть друзья, хорошие друзья, которых я люблю и буду даже по ним скучать. Ну, как бы фейк, что имеется в виду, да? Это то, что когда человек с тобой улыбается, он тебе что-то там рассказывает, какой он успешный, узнаешь, что на самом деле все вообще не так, как он это тебе рассказывал. И единственная причина, по которой он тебе представлял себя в таком успешном виде, это потому что он хотел произвести на тебя впечатление, чтобы в дальнейшем извлечь от тебя какую-то выгоду и пользу. То есть человек хотел, да и в принципе все, когда здесь знакомятся, они сразу спрашивают: чем ты занимаешься? А что ты делаешь? На какой машине ты приехала? В каком районе ты живешь? Честно, со мной такого никогда в Нью-Йорке не случалось. Ты можешь быть, я не знаю, сотрудником метро, подметать там лестницу, и все будут уважать тебя, то есть за то, какой ты есть, за твой характер, за твой внутренний мир. И люди дружат в Нью-Йорке не по каким-то общим интересам. Там, например, ты продюсер, я продюсер, или ты модель, а я фотограф, давай будем дружить вместе. Да, безусловно, это приемлемо, это логично, но в общем и целом люди дружат совершенно из разных сфер, просто потому что они где-то встретились, им понравилось вместе, сошлись по вайбу, они стали друзьями. Здесь же это исключительно какие-то тусовки по выгодным интересам. Не просто даже по интересам, типа из серии «пойдем поиграем в бадминтон», а именно по выгодным интересам. То есть я тебе, ты мне. Еще одним из таких важных пунктов, которые я хочу сразу озвучить, это работа. Всем известно, что я переехала в Нью-Йорк. Если неизвестно, то я переехала в Нью-Йорк изначально 8 лет назад. И я это сделала осознанно, потому что я поняла, что в Лос-Анджелесе я, наверное, не справлюсь одна. Вот так вот, просто как турист. Хотя я тогда понятия не имела, что это за город, я очень его любила, и я очень хотела сюда по итогу переехать. Но я была так права, то есть если бы я проходила этот путь заново, я бы 100% снова поехала в Нью-Йорк. И еду в Нью-Йорк. А все потому, что в Нью-Йорке проще найти работу, даже туристу, любому иммигранту, в принципе, и не иммигранту. В Нью-Йорке, в принципе, много работы, больше работы, чем в Лос-Анджелесе, на мой взгляд. В Лос-Анджелесе больше конкуренция. Даже на такие профессии, как официант, их тут вообще не найдешь, потому что большинство людей работают вот в этой индустрии ТВ, кино и так далее, и там не так сильно много платят, плюс работа больше частичная, то есть part-time, фриланс, и нужно как-то еще зарабатывать. В Нью-Йорке, когда я жила в ковид, даже в ковид, и вот этот год до ковида, меня звали на кастинги, я снималась в рекламе, меня нашел HR крупного холдинга и предложил мне работу продюсером в огромном холдинге, в который входят 5 разных брендов одежды, очень известных здесь в Америке. Я была просто в шоке, что человек меня нашел, просто HR-директор нашел меня на LinkedIn. И в целом я не могу избавиться от этой мысли, что в Нью-Йорке больше этих возможностей, и они находят либо меня сами, потому что я открыта к этому городу, либо просто потому что сам город сам по себе такой. Но про Нью-Йорк, в принципе, говорят, что это город, где сбываются мечты. А в Лос-Анджелесе они разбиваются, ребята, разбиваются, потому что все приезжают сюда в надежде, что «О, боже мой, Голливуд!» И все, и ничего здесь не происходит, тебя только используют, ты тратишь все свои деньги и уезжаешь. Вот так, вкратце. Поэтому, если хотите приехать в Лос-Анджелес, копите деньги.
Вообще, не верьте людям, вот честно, ребят, вот хочу вам просто вот от души сказать. Когда вы смотрите какого-то блогера, у меня просто это, я на личном опыте сейчас рассказываю. Вы смотрите блогера, и он вам говорит: ребята, я только что познакомилась с каким-то там актером, продюсером, он мне пообещал помочь. Представляете, как я притягиваю эту классную энергию, все потому, что я там помедитировала, потому что я открытая, такая позитивная, я вас тоже научу быть позитивными, мечтать и помогать вашим мечтам сбываться, и вообще LA такой замечательный, здесь ты вот идешь, я прям чувствую, что рядом со мной весь Голливуд, все эти звезды, все так просто. Это такая честно, потому что, во-первых, я знаю все эти случаи, я даже вам передать не могу, скольким людям все эти продюсеры говорили одно и то же. Это не значит ничего. Я была на всех этих вечеринках в Голливудских холмах, я знакомилась сама тоже и с актерами, и с продюсерами, и когда вам говорят, что я тебе помогу, ты такая особенная, ты такая красивая, или ты такой талантливый, ты 100%, у тебя все получится, это все ерунда. Вы вообще понимаете, сколько людей эти люди встречали? Они, правда, думаете, что они помогают каждому, каким бы классным блогером ты не был? Да здесь весь LA просто одни сплошные блогеры, одни сплошные актеры, певцы, и каждый по-своему талантлив. Неужели вы думаете, правда, что человек, который вещает эти сторис, он говорит правду? Ну, то есть, что вот он такой особенный. Вообще, смысл блогинга порой, знаете, в том, чтобы преподносить так, как ты хочешь, чтобы люди тебя видели. Это особый талант. Смотрите, я сижу сейчас, да, сзади меня Голливудские холмы. Я могу сейчас снять такую же историю для Инстаграма и сказать: ребята, я просто made it in life. Я живу в Голливудских холмах. Даже не рядом с Голливудскими холмами, как там многие говорят, а я живу в самих Голливудских холмах. У меня из окна виден весь Лос-Анджелес. Можете посмотреть мое видео рум-тур. Рум-тур моей квартиры, обзор. Вообще, я живу вот по соседству, там, не знаю, с Хайди Клум, с Деми Мур. Вот они там постоянно постят что-то. Вот я рядом с ними живу. Я тут на днях встретила, кстати, актера из моего любимого сериала «Дайности». Вот я выгуливала Честера у себя, здесь недалеко от дома, а он шел с двумя собачками и с другом. Просто каждую историю можно преподнести по-разному. Можно просто сказать: прикиньте, да, встретила звезду. А можно преподнести это так, как будто вы лучшие друзья. И никто это не проверит. Поэтому вот мой вам совет, честно, не верьте в это все. Это все не так просто. В Америку приехать, я считаю, просто. То есть я не пытаюсь как-то сейчас подавить чью-то мечту и сказать: не приезжайте. Как есть, опять же, некоторые блогеры, которых я читаю, которые говорят, что меньше 20 тысяч, ну, как бы вам в Америке делать нечего. Я приехала сюда с 1,5, спойлер. Поэтому нет, если вы хотите приехать в Америку, пожалуйста, приезжайте, это возможно. Просто возьмитесь за это серьезно. Не надейтесь на кого-то, на адвоката, на друга, что вам кто-то поможет. Нет, если это ваша мечта, займитесь сами своей мечтой. Это были, наверное, самые важные пункты, которые такие особенно весомые. Сейчас я просто скажу какие-то свои такие маленькие такие вот разочарования, которые не столь важны, но они есть. Например, здесь невкусная еда. Для меня лично. То есть, если вы фанат мексиканской кухни, это чит, это начос, тако. Если вам это нравится, то здесь вы найдете просто море вкусной мексиканской еды. Но если вы фанат всего остального, здесь этого очень мало. То есть я хожу только там в одни какие-то точечные рестораны, которые я уже знаю, кафе, не обязательно ресторан. Просто кафе, которые мне нравятся, и мне страшно идти куда-то, потому что, опять же, цены в Лос-Анджелесе на еду дороже, даже чем в Нью-Йорке. Бездомные, которых, естественно, очень много, что в Нью-Йорке, что в Л.А., но в Л.А. они гораздо страшнее, они более какие-то, знаете, безумные. Плюс в Нью-Йорке ты не один, то много людей вокруг, очень много полиции. Даже если ты видишь какого-то бездомного, я уже настолько привыкла не обращать на них внимания, потому что я знаю, что они мне ничего не сделают. Здесь в Лос-Анджелесе совершенно пустая улица, и идет бездомный, либо он лежит, и ему даже нет до кого докопаться, кроме как до тебя, потому что ты идешь один, вот просто. Ну и всеми любимая погода, вы знаете, да, безусловно, Калифорния очень классный штат, но вот эта вот, знаете, пляжная атмосфера, вот эта классная калифорнийская мечта, это больше про соседние города от Лос-Анджелеса. Малибу, Лагуна-Бич, Манхэттен-Бич, Оранж-Каунти. Когда я туда приезжаю, мне кажется, что я действительно где-то в отпуске, на курорте. Там просто другая атмосфера. Я не знаю, как это объяснить. Там другой пляж, там другой вайб, там другие как будто даже люди. Но в самом Лос-Анджелесе вот этот Санта-Моника-Бич всем известный, да, там очень много туристов. И сам пляж, он не очень приятный, честно. Поэтому, когда я езжу на фотосессии, и люди хотят там пофотографироваться, я в очередной раз убеждаюсь, что это исключительно туристическая зона. Ты там не отдыхаешь. Я для себя поняла такую простую вещь, что мне нужно либо жить в 4 сезонах, чтобы вот ощущать предвкушение весны, Нового года, лета, вот это. Либо, если я хочу жить в вечном лете, то это будет тропики.
тропики, которые ты действительно, вот ты вышел на улицу, ты понимаешь, я в лете, то есть это Майами, Гавайи. Я поняла, что мы все разные, безусловно, это мое личное мнение. Я никому его не навязываю. Но, кстати, хочу сказать, что даже мои друзья, которые здесь живут очень давно, которые любят ЛА и не собираются из него уезжать, они также любят Нью-Йорк. Просто они говорят, что я по работе не могу уехать туда. И вот хочу, но я уже не отвык от зимы. То есть люди, грубо говоря, мирятся с какими-то вот этими минусами ЛА, да, чтобы просто вот жить в этой теплой погоде. Ну, потому что им не так важен, например, тропический климат, их устраивает климат Калифорнии, но они все равно согласны вот с этими минусами, с вот этой разницей между Лос-Анджелес и Нью-Йорк, поэтому имейте в виду, я не вру. Просто кому-то это подходит больше, мне это не подходит. И видите, мне пришлось прожить этот переезд, эту покупку мебели, продажу мебели, которую я до сих пор продаю. Ко мне должны приехать несколько человек сейчас. Мне потребовалось 2 раза, чтобы уехать. Считайте меня глупой, как хотите. Но с другой стороны, я рада, потому что за эти 2 года я получила САГ, когда актерская гильдия, я вступила в нее, я познакомилась с большим количеством людей, с которыми вот я до сих пор провожу время вместе, завтра тоже буду проводить. Я очень этому рада, потому что не делается все к лучшему, и такой опыт проживания в Калифорнии все равно классный. Но я еще больше рада и в предвкушении вот этих возможностей, которые будут ждать меня в Нью-Йорке, и уже буду записывать вам влоги и видео оттуда.